Никаких секретов. Слоган, который идеально подходит для демонстрации обновленных BMW X3 и BMW X4. Мы покажем вам философию их дизайна, покажем их предназначение, покажем, насколько они динамичны, практичны и функциональны. Мы также проведем вас за кулисы и покажем, как эти автомобили попадают на дороги нашей необъятной родины. И чтобы углубиться в мир BMW X3 и BMW X4, бестселлеров в своем классе, мы отправимся туда, где рождаются эти автомобили, в Соединенные Штаты Америки, в штат Южная Каролина. Это небольшой городок Спартанбург с населением около 40 тысяч человек. Здесь появляется на свет большая часть кроссоверов компании BMW, модели X3, X4, X5, X6 и X7. На производстве трудится почти 11 тысяч человек. Оно оснащено самыми передовыми технологиями, развитой инфраструктурой и великолепным корпоративным подходом. Но не будем долго здесь задерживаться, нам еще много что нужно вам рассказать и показать. После производства прохождения контроля качества автомобили доставляют морским путем в Германию, где они снова проходят проверку по всем пунктам и только после этого рассылаются по странам нашего континента. Такой же путь прошли и наши герои сегодняшней презентации. С Германии автомобили на пароме доплывают до Эстонии и далее их распределяют по вагонам. Только после этого конечной точкой маршрута, минуя почти 5000 километров железной дороги, автомобили наконец достигают распределительного центра в Алматы. Это крайняя точка путешествия автомобиля из штата Южная Каролина в южную часть Республики Казахстан, город Алматы. Мы находимся на СВХ, где только что прибыл вагон с новыми автомобилями BMW X3 и BMW X4. Давайте отправимся туда и посмотрим на них. На самом деле это очень волнительный момент. Такое ощущение, что мы находимся в начале большой истории. Вы только представьте, автомобиль сейчас спустится с вагона и проедет свои первые метры по территории Республики Казахстан. И впереди его ждет огромные интересные приключения. Автомобиль имеет не очень презентабельный вид, все в пленке, в защитных чехлах, но это для того, чтобы сохранить его товарный вид. В вагоне автомобиль удерживается так называемыми башмаками. Они фиксируют колеса спереди и сзади, и стропа, которая затягивает колесо так, чтобы не повредить покрышку и колесный диск. Мы сейчас с вами двигаемся в сторону багажника. Здесь достаточно тесно, и чтобы попасть в автомобиль, нужно открыть крышку багажника, и только после этого можно будет попасть за руль и выгнать машину из вагона. Я транспортирую автомобиль по вагону, на самом деле очень непривычное ощущение. И, честно говоря, немножко страшновато за автомобиль, он все-таки новый, но я очень аккуратен и стараюсь вывести его отсюда. После того, как автомобиль был разгружен, необходимо оформить все документы, пройти инспекции, получить разрешение загрузить на эвакуатор и дальше доставить по дилерским центрам по Казахстану. В нашем случае мы отправляемся в дилерский центр в городе Алматы. После того, как автомобили попадают в дилерский центр, они должны пройти обязательную процедуру предпродажной подготовки, которая включает в себя мойку, снятие пленок, пакетов, проверку на подъемнике, протяжку болтов, проверку уровня технических жидкостей, а также снятие транспортного режима. И после этого автомобили попадают в шоурум в том первозданном виде, в котором вы привыкли видеть автомобили BMW.
Уже не терпится перейти от теории к практике. Автомобили прошли огромный путь, прошли полную предпродажную подготовку и стоят во всей красе перед вами. Давайте же разбираться, для кого созданы новые BMW X3 и BMW X4, чем же их так любит публика, ну и что же в них обновилось. И забегая далеко вперед, скажу вам, что обновилось в них очень многое. Ваша безопасность зависит не от того, сколько установлено у вас подушек, а именно от физических свойств, такие как разгонная динамика, управляемость и тормозная система. В BMW много десятилетий уже развиваются в этом направлении. И давайте сегодня посмотрим, насколько безопасны обновленные X3 и X4. В нашей презентации принимают участие автомобили модификации X-Drive 20i. Это означает, что они снабжены 2-литровым турбомотором на 184 силы, полным приводом и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Сразу стоит оговориться, разница между моделями X3 и X4 только визуальная, что открывает перед вами возможность выбора более подходящего форм-фактора. Начнем мы с замера динамики разгона. Думаю, результат более чем достойный. 8,7 секунды до 100 км в час для полноценного кроссовера, и все 3 попытки были сделаны подряд без остывания. И это один из самых маленьких двигателей в линейке. Для вас также доступны двигатели 30i и M40i. Но я, как представитель Академии безопасного вождения, скажу вам, что после эффективного разгона вам нужно остановиться. И сейчас мы проверим, как автомобиль тормозит. Мы произвели 3 замера торможения со 100 км в час подряд. Тормоза не потеряли своей эффективности ни на метр. Тормозной путь составил в среднем 30 метров. За торможение отвечают опциональные тормоза M-Sport. Всем известный факт, что автомобили BMW славятся своей управляемостью и маневренностью. И сейчас мы пройдем змейку и лосиный тест. Результаты этого теста позволят нам понять, насколько автомобиль готов к непредвиденным ситуациям на дороге. Поехали! После прохождения 2 испытаний, змейки и лосиного теста, хочется отметить, что автомобиль отлично справляется с непредвиденными ситуациями на дороге. Благодаря опциональной подвеске M-Sport автомобиль менее подвержен кренам, лучше держит дорогу и строго следует за поворотом руля. Даже если вы отключите систему курсовой устойчивости, в экстренной ситуации она вернется в работу и позволит избежать негативных последствий. Также, если вы опционально установите вариабельное спортивное рулевое управление, это положительно скажется при динамичном вождении. Превосходно! Давайте теперь все качества, разгон, торможение и управляемость объединим в одно испытание и проедем несколько кругов по треку. Переключу автомобиль в режим спорт, чтобы у нас перестроился двигатель и коробка более агрессивно и динамика не терялась. Но электронные помощники в виде стабилизации оставлю рабочими, чтобы посмотреть, как автомобиль стабилизирует всю ситуацию и насколько быстро откликается система. Добавляем газ. Сейчас у нас будет достаточно агрессивное торможение. Торможу. Сильно замедляюсь. Тормоза работают отлично. И нужно учесть такой момент, что у нас сейчас достаточно прохладная погода, летние шины. И они не очень хорошо держат. Летом они будут держать лучше. Но тем не менее автомобиль хорошо останавливается и заезжает в повороты. Сейчас связка уже поскоростнее, поинтереснее. Немного скинула, но автомобиль быстро отреагировал и устоял на дороге. Стабилизация также помогает, но реакция именно работы электронных помощников очень молниеносная. Замедляет именно настолько, насколько это нужно. Разгон, лепестки — это, конечно, неотъемлемая часть для такого автомобиля. Можно подугадывать, то есть перед поворотом я выставляю нужную передачу, и потом у меня хороший разгон из поворота. Автомобиль очень уверенно заезжает в повороты. Это не только благодаря тормозной системе и конфигурации подвески, хорошей развесовке автомобиля, еще благодаря системе полного привода X-Drive. Она перераспределяет крутящий момент именно на те колеса, которые требуют большего сцепления с дорогой, и чтобы автомобиль лучше вкручивался в дугу либо в острый поворот, в зависимости от крутизны поворота, от крутизны поворота руля. Он все интуитивно считывает и помогает вам. Ну, это, несомненно, неотъемлемая часть для автомобилей BMW. И даже не верю, если честно, что это кроссовер, потому что очень резво он заходит в поворот и удерживается. А что будет, если поставить сюда спортивные шины? Наверное, ситуация вообще будет очень интересная. Блин, ну однозначно это
лайк этому автомобилю. Это кроссовер. Я катаюсь по треку и получаю удовольствие. Ну что ж, автомобиль показал себя очень достойно на всех испытаниях. Я, как профессиональный спортсмен, протестировавший множество разных автомобилей, на BMW X4 я отмечу отличную динамику, управляемость и великолепные тормоза. И все это применимо к BMW X3, так как они сделаны на одной платформе. Так как это кроссовер, давайте отправимся на бездорожье и проверим автомобиль там. Кроссовер – это автомобиль, который позволяет быть уверенным не только на асфальте, но и на бездорожье. А если автомобиль еще и полноприводный и имеет X-Drive-систему, как на X3 и на X4, то возможности вырастают во много раз. Для любого кроссовера первое испытание – это диагональное вывешивание, где проверяется несколько качеств автомобиля. Первое – это передача крутящего момента на те колеса, которые имеют лучшее сцепление. Второе – контроль тяги для предотвращения пробуксовки колес. И третье – это жесткость кузова. Проверяем, если сталь была некачественной или инженеры просчитались, то на диагональном вывешивании обязательно изменятся зазоры в проемах двери, и дверь будет заедать, она не будет хорошо закрываться. И это мы сейчас проверим. Итак, вывесили по диагонали. Обращаем внимание на переднюю дверь. Зазор в норме. Задняя дверь также имеет равномерный зазор. Проверяем на заедание. Так, зазор задней двери везде одинаковый. Ну, давайте проверим. Открылась. И теперь самое главное, она должна закрыться без всяких проблем. Все говорят о проходимости того или иного автомобиля. Но самое важное, что можно отметить в автомобиле, это углы въезда и съезда. На автомобиле X3 и X4 угол въезда и съезда более 20 градусов, что позволяет преодолевать многие препятствия, которые недоступны другим кроссоверам. Со своей стороны хочу добавить, что пакет экстерьера X-Line теперь входит в базовое оснащение автомобилей, подчеркивая их вседорожную направленность. Что ж, вы прочувствовали все качества и достоинства обновленных BMW X3 и BMW X4. Что же еще вы получаете? А получаете вы максимально эффектный автомобиль с точки зрения экстерьера и максимальный комфорт с точки зрения интерьера. Дизайн обновился, фары стали уже и получили опциональный лазерный блок. Более того, BMW X3 получил новые задние фонари, которые имеют 3D-дизайн. Задняя часть также обращает на себя внимание патрубками свободной формы, которые остаются неизменными даже с выбором модификаций. Решетка стала больше и стала цельной. Перемычка между решеткой теперь вмещает камеру, если выбран опциональный 3D-обзор. Кузов получил новые цвета, а выбор дисков теперь увеличился до 21 дюйма. Автомобили M-Performance теперь стали на шаг ближе к автомобилям M. Они имеют кожух и зеркал, свойственный M-автомобилям, а также решетку с двойными ламелями. Больше всего изменений получил интерьер.
Складывается впечатление, что это интерьер абсолютно новой модели. Обращает на себя внимание огромный центральный дисплей размером 12,3 дюйма системы Live Cockpit Professional, который включает в себя и цифровой щиток такого же размера. Блок климат-контроля теперь объединился в кластер. Более того, трехзонный климат-контроль теперь входит в базовое оснащение автомобиля. Под ним находятся кнопки быстрого доступа, отсек для хранения смартфона, подстаканники, а также кластер iDrive. Кнопка старт-стоп сюда и перекочевала. Сегодня мы показали вам, какой путь проходит ваш BMW, начиная с выбора на конфигураторе на сайте и заканчивая комнатой выдачи в дилерском центре. Мы также продемонстрировали, насколько новые BMW X3 и BMW X4 готовы к новым приключениям, доставить вас с максимальным комфортом, безопасностью и удовольствием за рулем. А вы готовы к приключениям в новых BMW X3 и BMW X4? Наша команда надеется, что вам понравилось провести с нами время, и мы вас уверяем, что мы снова встретимся в скором времени. Новые BMW X3 и BMW X4 доступны для знакомства в дилерском центре в городе Алматы и в скором времени будут доступны в других городах. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски, и напишите в комментариях, что именно вам понравилось в новых BMW X3 и BMW X4. Ну а пока, до следующей BMW!